Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот май 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Оставляйте в комментариях, как прошел ваш апрель, что срослось, что не срослось, получилось сделать в апреле этого года. Все ли запланированное, если не получилось, ребята, так бывает. Не всегда все зависит от нас, и апрель на самом деле был сложным месяцем. Месяцем, в котором были такие нормальные, серьезные, отягощающие ситуации. Главное, конечно же, сделать свои выводы. Если же вы выводы сделали, тогда этот май будет для вас не таким сложным, плохим или тому подобное. Конечно же, для вас это финальный месяц перед своими днями рождения, и вам будет казаться, что силы на нуле, что энергия закончилась, но при этом будет ощущаться такое настроение все-таки радости, все-таки праздника, потому что у многих близнецов в ваших персональных солярах будет соединение Солнца с Венерой, и это такой аспект счастья, радости, бракосочетания. То есть это тот аспект, который радует, и все-таки глоток воздуха в этом мае у вас будет. Поэтому, да, мои дорогие, я знаю, что вы устали, и будет казаться, что с вас выживают максимум, да, то есть что вы будто отжаты в этом году. Год на самом деле был сложноватый, для вас медленный, будет казаться, что он все еще тянется и медленно, особенно тельцовский такой земной месяц, и ощущение, что, боже, ну можно же уже ускориться, можно как-то поскорее, можно же уже начать, да. Прекрасный месяц будет в том числе для работы, для продуктивной работы. Конечно же, вам так казаться сначала не будет, вы уже устали от этой продуктивности, вам уже хочется в легкости, вам уже хочется поскорее, а не трудно, да, по плану, как говорится. При этом первая неделя мая будет такая, я бы сказала, нацелена на максимальное подведение итогов, я бы так сказала, после апреля. Здесь, конечно же, Плутон в квадратуре с Венерой заставит задуматься о тех упущенных выгодах, о тех непроявленных возможностей, которые с вами случились в апреле. Захочется поругаться, захочется испортить настроение себе, любимым коллегам. Не надо, подождите, запустится новый лунный цикл 8 мая, это новолуние, и здесь, конечно же, придет такое более другое ощущение, уже не захочется ругаться, уже не захочется спорить, и будет ощущение, ну ладно, давайте уже поработаем, закончим этот год, вступим в свой новый персональный год, но все же, с новолуния, с 9 мая начнется активно соединяться Солнце с Юпитером и Ураном, и будет такой стелиум, который все-таки привнесет и легкости, потому что Уран — это планета, которая все-таки такая воздушная, да, больше. Юпитер — это планета такая огня, действия, активности, да, в том числе возможности. Это планета ускорения, которая привносит новую эмоцию, новую энергию, расширяет наши такие горизонты, и кажется все, что уже не настолько будет все сложно. Поэтому вторая неделя — прекрасное время для такой, я бы сказала, наметить себе планы, сделать что-то активное, сделать что-то амбициозное, с учетом того, что с начала мая Марс у нас вот так вот символично переходит в знак Овен, и здесь активность, энергия бьет ключом. Делайте, внедряйте, действуйте, и будет вам счастье, как говорится. Знаю, что устали близнецы, а что делать? Третья неделя мая, и здесь немножко такой, знаете, сложный момент, с 15 по 20 мая, когда Плутон будет в квадратуре с Меркурием, и, конечно же, ваш единственный управитель, да, будет вам казаться, что все вас выталкивают из зоны комфорта, что специально будет накал вокруг вас, вот это вот настроение, вот это ощущение, с учетом того, что в первой неделе мая Плутон остановился и развернулся и пошел в ретроградное движение, и вот как раз таки он в ретроградном движении делает квадратуру к Меркурию.
Здесь что? Прекрасное время вернуться к тем делам, которые вы когда-то бросили, забросили, не доделали. Отличное для этого время. Вот как раз-таки в эту третью неделю мая. Прекрасное время для того, чтобы восстановить контакты из прошлого, позвонить знакомым, настроить связи, которые вы бросили, да, дать о себе знать, включить такую активную коммуникацию. Прекрасное время для учебы, для сдачи экзаменов, для подготовки к экзамену. Меркурий — это, конечно же, планета, которая, близнецы, знак, который не любит сложности, который не любит вот такие проблемы различные, да, но Меркурий все-таки это планета, которая любит, когда ее напрягает. Ну вот так, ребят, знания даются только трудно. Это на самом-то деле такая сложная философия, которая близнецам крайне сложно понять, потому что близнецам кажется, что все в этой жизни должно даваться легко. Если, конечно же, у вас не земная карта и не полно планет в земных знаках, там Сатурн, например, где-нибудь стоит в земном знаке, да, любые другие планеты, Венера в земном знаке, в том числе, тогда вы прекрасно понимаете, что там отношения, если Венера в земном знаке в вашей карте, то вы понимаете, что отношения — это труд. Если у вас Меркурий стоит в земном знаке в натальной карте, да, то вы тоже понимаете, что учеба и знания — это все труд. Поэтому у вас, конечно, другое мировоззрение. Понимаем, что мы состоим не только из Солнца, у нас набор из 10 планет, и все это имеет на нас, естественно, влияние, если мы этим занимаемся, если мы это развиваем. Поэтому да, кому-то будет казаться на третьей неделе, что специально выводят из колеи, кому-то будет казаться, что это прекрасное время для учебы. И вот как раз-таки вот этого усидчивого и сложного времени не хватало. И вот те знания, которые будут даваться, казаться в трудности, те экзамены, которые вы будете сдавать, будут на самом деле хорошо для вас. Они будут ложиться хорошо, фундаментально, мощно, находиться будет быстро, и дедуктивный подход к действию будет помогать, я бы так сказала, находить верное решение. Поэтому здесь включайте все свои чертоги разума, я бы так сказала, не ленитесь, потому что желание залениться будет очень даже сильно. С 20 мая солнышко переходит в знак Близнецов. Здесь, конечно, будет уже совершенно другая эмоция, совершенно другое настроение. Здесь будет у нас ощущение того, что наступило такое более легкое время. Да, конечно же, вы, близнецы, начнете отмечать свои соляры, персональные дни рождения. Это прекрасно, это хорошо. У тех близнецов, кто родился в начале вот этого близнецовского периода, прекрасные аспекты на весь год для того, чтобы делать, внедрять, реализоваться, продвигаться в карьере, продвигаться в бизнесе. Это я на весь ближайший год для близнецов говорю, то есть от вашего дня рождения в конце мая, да, до следующего вашего дня рождения. Все зависит от того, куда попадет в вашем солярном гороскопе вот этот стелиум, который состоит из Солнца, из Венеры, из Юпитера и из Урана. Это прекрасная композиция, которая заточена для того, чтобы получить все, что вы хотите, реализоваться, прибыль, в том числе любовь, в том числе благосостояние. Поэтому да, дорогие близнецы, кто был особенно у меня на соляре, на годовом прогнозе на свой следующий год, и те знают, у них стоит вот эта помарочка, и они прекрасно понимают, в какой сфере им нужно трудиться весь год для того, чтобы этот стелиум максимально помог реализоваться, потому что энергия классная, ее нельзя упускать. Но у близнецов есть такая история: вы можете залениться, и это такой не очень хороший момент, когда очень классные, потрясающие аспекты вы просто берете и прогуливаете. Не прогуливайте, потому что этот стелиум, он будет, вот все, кто родился в мае, шикарно, вот, у вас будут прекрасные, классные аспекты весь год. Вот те, кто родился уже 30 мая, уже посложнее, а вот до 30 мая все близнецы, то есть первая декада, это такие, я бы так сказала, счастливчики на весь год. Те, кто родился 30 мая, сложноватенько будет, я бы так сказала, знаете, вот эта история с эмоциональным состоянием, там Луна в квадратура. Но и 31 мая, кстати, тоже. Те, кто родился уже в июне, уже не будет такого шикарного стиля, он просто будет Солнце в соединении с Венерой, что говорит вам:
Вы можете в этом году выйти замуж, жениться, создать то самое партнерство в своем персональном году. Поэтому, ребят, не упускайте этот момент. У кого-то это будет интересное, кармическое, с прохождением очень классных этапов партнерства. Для кого-то оно будет то самое, которое вы ждали. Для кого-то это будет партнерство, которое принесет большой след в бизнес, в работу, в реализацию, то есть это будет тот самый человек. Для кого-то это рабочее партнерство, партнерство на работе, то есть вы с кем-то создадите классный бизнес и будете очень хорошо получать прибыль. И, ребята, ответить именно вам, что именно будет у вас, я могу только видя ваши персональные гороскопы. Поэтому, да, если у вас есть вопрос по этой истории, потому что у близнецов на самом деле ожидает быть классный год, и не упускайте эту возможность. И да, если у вас есть персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео. Ну, ребят, мне нужна дата, время вашего рождения и место вашего рождения. Это очень важно для того, чтобы я ответил. То есть диапазон времени где-то с 15 до 18 это так себе диапазон. Я работаю с диапазоном до минуты. Поэтому для того, чтобы вам четко ответить. В целом, для работы будет классный, потрясающий месяц, если, конечно же, у вас есть запал, если же у вас есть активность. Это я говорю про май 2024 года. Да, самое прекрасное время доделать дела, связанные вот с апрельскими начинаниями, если вы что-то начинали, если вы начинали что-то в марте. Прекрасное для этого время. Если же вы не начинали, начинайте сейчас. Хорошее время, несмотря на то, что Плутон ушел в ретроградное движение, все-таки вы вернетесь к тем вопросам и тем сферам реализации, которые вы хотели сделать, на чем вы хотели построить бизнес или в работе, да. Вы вернетесь к прошлым каким-то мыслям, и это тоже хорошо. Работать над своими прошлыми начинаниями – это всегда хорошо. Для того, чтобы понять, нужно ли вам это для будущего. Помните, что у каждого свой жизненный цикл. Очень много близнецов, 700-800 миллионов близнецов на планете, ребят. Понимаете, что все разного времени рождения, каждый проходит свои уроки, кармические задачи, у каждого свой возраст, воспитание, да, образование. И каждый на момент своей жизни прошел однозначно разный уровень развития, и здесь нет ни правых, ни виноватых, есть просто тот, кто делает, и ему надо, он стремится, а есть те, кто в принципе и так сойдет, и нормально. И мы, в принципе, все здесь разные, и мы этим и интересны. Поэтому, дорогие близнецы, понимаете, идете ли вы в свое развитие или не идете, потому что май – прекрасное для этого время. Летом все будет немножко сложнее. Но можно еще в июне внедрить, хорошо, отлично. Но туда дальше летом уже будет сложнее, ленивее, уже не настолько, все ярче. И сил для того, чтобы что-то реализовать, будет прикладываться гораздо сложнее, гораздо больше, да? А получаться будет не так просто, как в мае. Поэтому не упустите этот май. Что касается любовных отношений, то уже говорила, повторюсь, первая неделя мая достаточно сложная. Не ругайтесь со своими любимыми, не ругайтесь со своими вторыми половинками, не спорьте, не пылите, потому что все это будет основано на деньгах, на том, что вы сейчас в том самом состоянии, когда прикладывали силы, если, конечно, прикладывали, да, но не получилось, так бывает. А если не прикладывали сил, то тогда нет смысла вообще обвинять вторых половинок, понимаете? И здесь такой момент, который нужно понимать. Какие еще сложные моменты будут в любовных отношениях в мае, то здесь, конечно же, ни в коем случае не распыляйтесь, не спорьте, не скандальте. В третьей неделе мая, это с 15 по 20, потому что здесь прекрасное время для учебы, для работы и для коммуникации, но так как Плутон будет в квадратуре с Меркурием, с вашим управителем, конечно же, захочется поругаться, конечно, захочется выяснить отношения, но лучше выясняйте отношения со своей головой. Прекрасное продуктивное время для интеллектуальной деятельности, для говорильного жанра, я бы это так сказала, да, для того, чтобы взять интервью у своих вторых половинок, но для того, чтобы подумать, докопаться для всех тех трудностей, которые у вас есть вместе,
и не расставаться. Помните, что Меркурий сейчас у нас идет по знаку Тельца, а Телец это все-таки тот знак, которому нужна любовь, нужна романтика, нужны отношения, и все-таки вот так он влияет на Меркурий, который по нему движется. Поэтому, ребят, понимаете, что не бывает отличных, идеальных месяцев в жизни. Да, точно так же, как не бывает идеальных партнеров, идеальных стран для проживания. Да? Кстати, прекрасное время, если вы хотите в этом мае куда-то поехать, то 2-я и 4-я неделя идеальное время куда-то поехать. Вот 4-я неделя идеальное время куда-то поехать, где-то провести время, насладиться отдыхом, что-то новое узнать, расширить свой кругозор. Это будет благоприятно складываться на вашем развитии и масштабировании вашей личности. Поэтому, ребят, вот такой месяц, понимаете, что идеальных месяцев нет ничего идеального, есть просто удачное время и неудачное время для каких-то событий и мероприятий. Поэтому я желаю вам активного и продуктивного месяца. Действуйте, активничайте, внедряйте и не ленитесь, потому что если залениться, то можно ничего не получить. А все-таки месяц благоприятен тем, что он очень классный и потрясающий. Дорогие мои близнецы, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напоминаю, если у вас есть вопросы, оставляйте под этим видео, но обязательно дата, время и место рождения. Но, конечно же, если вопрос ваш очень быстрый и резкий, прямо сейчас, записывайтесь на консультации, как говорится, увидимся с вами лично. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели до конца. В конце ролика по классике актуальные видео, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение, если вы их, конечно, еще не смотрели. Ну а новые видео не заставят себя долго ждать. Спасибо и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.